Мне дали множество имен. Граблерук всея Ютуба, Руина Господня, Пакетный воин. Детали сменяют друг друга, но суть едина. Я Айну. И я здесь лишь с одной целью. Я здесь для того, чтобы ты улыбался. Ведь без тебя не было бы меня, по крайней мере той моей грани, которую ты видишь здесь, на Ютубе. Прошел год. Нас стало больше 1000, а моя девушка стала мне женой. А еще я завершил свою студию. Теперь я могу больше. Я могу дольше и лучше. Теперь нас ничто не остановит, и все это благодаря тебе. Если тебя спросят, что ты создал, скажи, что ты создал меня. Если меня спросят, я отвечу, что создал лучшую студию в мире. А я хочу такую же, только беленькую. Что? Майя вам, здравствуйте, с вами Айну, и вот что я хочу вам сказать. Студия стримера — это достаточно дорогостоящая штука. Особенно это касается тех, кто предпочитает показывать свои живые эмоции на протяжении всей трансляции. Ведь в таком случае ты должен думать не только о железе в своем компьютере, но и о внешнем виде комнаты, в которой ты и проводишь стримы. Кто-то предпочитает решать эти вопросы с помощью хромакея, некоторые предпочитают тратить бешеные деньги для того, чтобы создать максимально красивую картинку на заднем фоне. При этом вот в чем вопрос. Возможно ли создать хороший и уютный уголок для стримера за 15 тысяч рублей? И более того, попробовать его собрать, предположим, за неделю. Тем более у нас есть подходящая кандидатура, которая давно мечтает о своем светлом уголке. Естественно, я говорю о Линочке. Думаю, как и многие, она начинала с того, что попросила комп у своего знакомого для того, чтобы начать проводить стримы. И постепенно закупала для себя все более и более серьезное оборудование. Однако переезд в Тверь подорвал ее планы, и поэтому собственным уголком она так и не разжилась. Так что я думаю это исправить. Установлю себе сумму в 15 тысяч рублей, обозначу сроки в 1 неделю и попробую сделать студию ее мечты. Достоин ли этот эксперимент твоего лайка и подписки, решать, естественно, тебе. Ну а я не буду терять время и приступлю к изучению рынка и проектированию самой студии. Главное в рабочем месте стримера — стол. Но, посмотрев на стоимость готовых вариантов, я понял — не потяну. Раз так, было принято решение делать стол самому. А значит, здравствуй, Google и туториалы по изготовлению выдвижных ящиков. Главное теперь ничего не напутать, пока буду проектировать. Сложность здесь в том, что ты должен не только рассчитывать замеры необходимых панелей для ящиков и направляющих, но и учесть, что детали должны максимально компактно уместиться на как можно меньшем количестве листов DSP. Бюджет-то не резиновый. Как итог, ты бьешься за каждый миллиметр, чтобы не пришлось тратить лишнее, играя в Тетрис на бумаге и пытаясь впихнуть невпихуемое. А ведь нужно еще и просчитать стоимость всего мероприятия. Те же обои, ламинаты, плинтус, а инструмент тоже бесплатно мне никто не даст. Башка моя, понятное дело, дымилась. Вырубай. Все. На заре голоса зовут меня. Собираюсь по Ленке в комнате соседней собрать этот самый кабинетик маленький. Вот сейчас обои будем выбирать. Я остановился вот на этих, что скажешь? Которые основные, видишь? Ровный бег моей судьбе, ночь, печаль и блеск души, лунный свет и майский дождь в небеса.
Поехали. Алло, Алло, пап, мне нужна твоя помощь. чего? Можно у тебя лобзик попросить электрический? Можно? Отлично. И брызгалку для цветов. Буквально на денек. Ну ладно, давай зарешай. Окей, скоро буду. Заехав к отцу, я рассказал, что задумал, и он спросил, что я планирую делать с проводкой. Поняв, что сынули в ремонт не то, что не в зуб ногой, а прям совсем КамАЗом в печень, отчий выдал ЦУ и инструмент, да перекрестил на дорогу, чтоб меня не убило в процессе. А я, довольный, поехал дальше. Поносившись между магазинами и домом 4-5 раз, мы все-таки закупили все самое необходимое и занесли наверх. А значит, самое время приступать к самому ремонту, так что приглашаю следовать за мной. Погоди-ка, дай поправить. Вот. Где-то умудрился прикрепить эти полки без дюбелей и шконтов гвоздями да саморезами сразу в кирпичную стену, но вытащить их оттуда, не сломав полки, отдельное достижение, которое я бы номинировал на спортивную дисциплину. Причем как по заковыриванию, так и по их извлечению. Наша живность, которая обычно и обитала в этой комнате, понятное дело, была в недоумении от всего происходящего. Так что, чтобы их не шокировать, я закрыл дверь и приступил к разметке. Дело в том, что бюджета в 15 тысяч рублей на ремонт всей комнаты не хватит при любых обстоятельствах. Да, нам вся комната и не нужна, для комфортного уголка стримера понадобится лишь угол комнаты 2 на 2 с высотой в 2,5 метра. Таким образом, впритык хватит одного рулона обоев и 2 пачек ламината, плюс идеально впишется спроектированный стол размерами 2 метра на 80 сантиметров глубиной. Но о столе говорить рано, пока что нужно содрать аж 5 слоев обоев со стен. Далее отковыриваем старые плинтуса и молимся, чтобы с ветхих стен обвалилась не вся штукатурка. А затем проделываем штробы, чтобы перенести выключатель и розетку на их новые места. Вот на что способна отвертка животворящая. И плинтус отковырять, и стену проштабить. Обои мы сняли, но, как оказалось, стены сами по себе невероятно кривые. Клеить обои прямо так просто безрассудство. Это будет ужасающе выглядеть, тем более с рисунком обоев. Поэтому нам сейчас придется снова ехать в Леруа, покупать шпаклевку и пытаться все это дело выровнять. Да, я понимаю, о чем вы сейчас подумали, что, наверное, проще было бы гипсой, однако если мы будем делать гипсой, мы съедим пространство и стол просто не влезет. Следовательно, придется извращаться. Итак, прошли сутки. Пока Серега носился по своим делам, я успел выровнять стены, перепроложить розетку и выключатель, заделать щели на месте плинтусов, прогрунтовал стены для обоев, и сегодня мы именно их поклейкой и займемся. А если успеем, то еще заодно застелим полы. Поехали! Худшее в поклейке обоев – это уборка пола от шпаклевки. Когда-нибудь до меня дойдет, что можно использовать строительную пленку. Но когда все убрано, раскатываем и нарезаем рулон. И да, я уже вижу комментарии в духе: «Эу, волосатый, тебе стены выравнивать учили? Это что за жопа у подрозетника?» Спокойствие, ребятки. Эти кадры были сняты еще вчера, до выравнивания. А вот с основанием стен я и правда дал маху. Подумал, что там один хрен плинтуса будут, зачем страдать.
Ох, как же я пожалел потом о своей лени. В общем, не делайте так, не будьте Алешей. Главная проблема на настоящий момент заключается в том, что в комнате все еще пахнет кошками. А для поклейки обоев необходимо закупорить абсолютно все окна, так что сейчас я останусь один на один со своей аллергией до тех пор, пока все не поклею. На упаковке клея написано «наносить на стену». Но после первого полотна флизелиновых обоев вот что я скажу. Если обои дешевле 1500 рублей, наносите и на стену, и на обои. Потому что раздувает их просто неистово, запаритесь выравнивать. А так их хотя бы заранее размотает и проще будет клеить, хотя с рисунком все равно настрадаетесь. Вывод прост, скупой может и не заплатит дважды, но вот трабахаться будет до вечера. Чем я и занимался, создавая все новые и новые выражения для нашего великого и могучего русского языка. Не говоря уже о том, как восхитительно у меня не приклеивался низ стены, который я толком и не выровнял. Ну кто бы мог подумать, скажете вы. А я отвечу, кто угодно, кто уже с этим сталкивался. Ну или кто головой думать умеет. Я, понятное дело, ни к первым, ни ко вторым на тот момент не относился. Не учел я, что в комнате на постоянной основе долгое время обитали кошки, а у меня жуткая астматическая реакция на них. В связи с этим сейчас приходится каждые 2-3 часа выходить в подъезд для того, чтобы просто проветриться от запаха кошек, чтобы аллергия отпустила. Но ничего, справимся. Осилим. Через пару часов обои таки были поклеены. Причем, что самое удивительное, и рисунок совпал, и щелей между полотнами не образовалось. Уж не знаю, кто сжалился надо мной и сотворил сие чудо, но спасибо ему большое и человеческое. Итак, с горем пополам и присущей мне граблерукостью обои мы таки приклеили. Здесь надо будет еще несколько моментов подправить, подшлифовать, скрыть, понятное дело, все косяки, которые всплыли, пока мы клеили. Но это мы будем делать завтра, а сейчас мы возьмемся за пол. Но с учетом того, что я в укладке ламината абсолютнейший граблерук, я решил позвать себе подмогу. Здорово, Никитос. Я тут тебе очечки такие, знаешь, приделаю. Объясни мне, пожалуйста, вот какой момент. Ты сказал, что есть возможность как-то уложить ламинат так, чтобы его потом разобрать можно было. Почему я бы не смог это сделать ни при каких обстоятельствах? Ты указал эту причину 30 секунд назад. То есть дело только в рукожопстве, Да, все. Да, Есть ли какая-то хитрость, какие-то сложности с этим? конечно, есть. Покажешь? Расскажешь? Это платная версия. Ладно, поехали. И пока Никитоса размечал и напиливал ламинат, я укладывал подкладку, чтобы погасить ею неровность пола. А чтобы она не пошла внахлёст, схватывал ее попавшимся под руку алюминиевым скотчем. Тут народ хочет тебе задать вопрос. Вперед. Каково это осознавать, что твой брат гребаный стример? Сложный вопрос. Ну вот скажи, что хуже для тебя было бы? Если бы твой брат был стримером или майнкрафтером? А в чем разница? Стримеры не только в Майнкрафте. А майнкрафтер, у него одна А опция. майнкрафтеры не только на людях, понимаешь? Я понял. Настолько не углублялся в тему. Но, в принципе, хорошо себя чувствую, выебывать даже перед друзьями. Не спасибо. При укладке вначале собирается весь ряд, и лишь потом он присоединяется к уложенному полу. Замок там предельно простой, однако нужна сноровка, чтобы ровно вставить весь ряд. При этом вгонять силой или простукиванием не надо, он и сам легко войдет, если ряд выстроен ровно. Главное, оставьте зазор между стеной и ламинатом в 1,5 см, чтобы пол мог дышать, иначе при смене сезона пол поведет и он вздыбится. За сегодня, значит, мы поклеили обои. За сегодня мы уже прилепили плинтуса, которые будут разграничивать пол и потолок. И также Никита все-таки успел, пришел, и мы таки сделали полы. А это означает, что завтра мы уже смело сможем взяться за стол. Я надеюсь, что силенок на это хватит, потому что очень сильно уставший. В общем, вам, ребятушки, хорошей ночи. А я сейчас отвезу ребят и упаду мертвым грузом в кровать. Буду отсыпаться. Пока-пока. Доброе утро. После вчерашних похождений и укладки всего
Болит все тело. Такое чувство, будто его сейчас разорвет просто на лоскуты, но делать нечего. Так что сейчас поднимаем жопиточку, быстро вывезем мусор и возьмемся за стол. Поехали. Панелей хватит. Для изготовления стола я буду использовать листы ДСП с любовью из-за бешеной бабки, распиленные на заказ, 8 ножек на 10 сантиметров для крепления столешницы к тумбам, алюминиевые уголки, которые пойдут на короба тумбы, шариковые направляющие, чтобы полки ездили без шума и пыли, бортовую ленту, которой мы скроем все торцы распилов на самой ДСПшке, болты на 10 для ножек, мебельные винты на полке, черные саморезы на 30 и оцинкованные на 16 мм. Ведро штапиковых гвоздей, сверла на 2, 5 и 10 мм соответственно. Погоди-ка, дай поправить. Во! Карандаш, шило, канцелярский нож, да в целом все, что дома есть, тащите. И приправим все это занадто бьющей по заднице линейкой на случай, если я накосячу. А, и шурупер, само собой. Куда ж без него? Начинается все с разметки. Я расчертил полосы для уголков, которые соединят стенки, а также точное положение для направляющих полок. Накернить в ДСП точки шилом или керном лишним точно не будет, так саморез не уедет в бок даже у меня. Затем беру уголок и прикрепляю его к стенке точно по разметке. Таким же образом поступаем и с направляющими, но тут есть деталь. Направляющая разбирается на две части. Одна крепится к каркасу, вторая к полке. А чтобы их разъединить, отогни вот этот пластиковый язычок. Когда направляющие на местах на обеих стенках, прикрепляем днище ящика и его крышу. Затем проверяем все крепления. И работу каждой направляющей. С созданием полок отдельная песня. Никогда не забывайте, что стенки полок у вас зеркальные, а значит и направляющие крепить надо зеркально. Как вы видите по уже имеющимся отверстиям, до меня сей очевидный факт дошел не сразу. А дальше хитрость. Сверлим маленькие отверстия сверлом на 2 мм и, подогнав детали друг к другу, фиксируем саморезами. Затем выкручиваем один из них и просверливаем отверстие большего диаметра 5-мм сверлом, чтобы вогнать туда мебельный саморез. Если хотите на века, можете смазать его жидкими гвоздями, так он встанет в ДСП навечно. Дальше приступаем к установке бортовой ленты на торцы деталей. Утюгом проглаживаем сверху ленты, пока клеевой слой не схватится, а затем снимаем лишнее обычным канцелярским ножом. Совет: снимайте кромку, когда лента еще теплая, так она точно не треснет. Осталось установить дно из арголита, однако тут я вспомнил, что я Алеша. Ну что, вот я и проебался. По размерам, когда проектировал, был уверен, что заложил внешний контур. А на деле оказалось, что заложил внутренний. Из-за этого по бокам мне просто физически не к чему прикрепиться. Просто деньги на ветер выбросил, и все. Сейчас не знаю, либо поеду еще покупать, но уже не знаю на что, либо, глядишь, у кого-то из родственников найдется лист и смогу распилить. В общем, посмотрим, что делать. А пока делать нечего, красим столешницу. Бля, краска, пахнущая ванилью. Ну ты ж чувствуешь, да, тоже этот запах? Я ж не дебил, я не больной ведь. Нет. Ну она реально пахнет ванилью и корицей такой. Чё вообще? Кого? Куда? Для покраски использую яхтный лак, который отколеровали белым. Наношу, а затем прям втираю краску в древесину. Силой так, чтоб прям на обратной стороне выступила. Таким образом дерево осветлится и защитится, но не потеряет рисунка древесины. Была краска и кончилась. И пока столешница сохнет, беремся за полки. Раз уж красить, то красить все. Только вынем стекла, очистим от пыли, да обезжирим на всякий. Полки красить будем белой водоэмульсионкой, а то и так уже лак корицей пахнет. Не, ну реально пахнет, я не один чувствовал. Серьезно тебе говорю.
За время ремонта я окончательно придумал, что с ними делать. Я соединю их между собой так, чтобы 3 были горизонтально, а 2 боковые вертикально. И поставлю все это, создав таким образом витрину, которая с одной стороны вместит в себя приятные безделушки, а с другой будет служить задним фоном на стримах, отделяя стримерскую зону от остальной неотремонтированной комнаты. Когда сил нет, зови подмогу. Дел выше крыши, но почти все они сводятся к одному. Последние работы. Мы решили разделить обязанности. Настя взяла на себя заделку щелей и покраску витрины, пока мы с Никитосом доводили до ума стол, регулируя полки и их фасадную стенку. И... знаешь, к черту все эти объяснения. Давай мы просто поработаем под хорошую музыку. Насчет освещения я достаточно долго думал, как, что, куда лучше организовать. И решил, чтобы не тратить лишних денег, стоит сходить и заглянуть в кладовку. В общем, что я смог найти? С учетом своего прошлого как изготовителя реквизита, в том числе и светодиодного для световых шоу, я умудрился у себя найти целых 3 микроконтроллера. Естественно, провода, куда ж без них. Что самое главное, я нашел 5 метров диодной ленты, которая у меня просто завалялась за куртками, которые там лежали. То, что в принципе нужно. Естественно, распиновки, контроллеры, флюсы, припои, скотчи и так далее и тому подобное. Но что самое главное, я умудрился там отрыть блок питания для диодной ленты. Судя по количеству ленты и по примерным расчетам того, как я хочу, чтобы здесь выглядело освещение, в первую очередь у стеллажей мы поставим 2 стойки, которые у меня в свое время держали натянутым хромакей. Однако для того, чтобы выглядело оно нормально, мне все-таки пришлось съездить в магазин и прикупить дополнительные профили, которые, собственно, и будут держать нашу ленту. Берем профиль, берем двусторонний скотч, приклеиваем его на трубу, заранее все обезжирив, располагаем внутри ленту и правильно паяем цепь. И по идее все должно сработать. Я обладаю силой, которая не снилась моему отцу. Но он просто паять не умеет. К столу профиль прикрепляем на саморезы. Главное при монтаже ленты не давите на кристаллы диодов и не царапайте их. И следите, чтобы провода, идущие от ленты, были заизолированы и не касались каркаса и друг друга. Затем подключаем ленту к контроллеру, а его к блоку питания. Снимаем плинтуса, чтобы кинуть провода на стойки. Для мобильности системы и возможности ее снимать, паяем штекеры к каждому контроллеру, чтобы была возможность быстро отключить и снять любую стойку. Затем подгоняем трубы по длине, обезжириваем и клеим мощный двусторонний скотч, чтобы на него посадить заранее обезжиренный профиль. Не пойми откуда Настя притащила зеркала соты, и по итогам совещания было решено их тоже приклеить на стену. Красивенько так, узорчиком. Фиксируем фланец в пол, вставляем нашу стойку и подключаем ее к питанию. Работает, мать ее так.
сейчас смотришь, и у тебя на видео это получается, что все получается идеально, само собой. На самом деле нифига подобного, просто очень многие моменты не запечатлены, потому что то Сереги нет, то еще что-то. Но на каждом этапе постоянно происходит какая-то лажа. Где-то на миллиметр ошибся, где-то обои вздыбились, где-то еще что-то. И на исправление каждого косяка уходит в 2, а то и в 3 раза больше времени, чем изначально планировалось. Хочется просто сложить руки и такой типа, все, я не могу. Ну потом что, потом поднимаешься и идешь дальше делать, потому что оператор скоро придет. И надо будет записывать очередную часть видоса. Запарился я. Запарился конкретно. Кажется, перерасчитал я свои собственные силы. Последний день. Все строительные работы благополучно завершены, и я в честь такого решил немного привести себя в порядок. Сегодня все, что нам остается, это разместить все необходимое оборудование, естественно, рассказать о том, что именно у нас будет здесь находиться, и в конце концов взять и подарить эту студию Линочке. Поехали! Ох, люблю я железяки-железочки. Хлебом не корми, дай комп какой-нибудь пересобрать, да один из проводов не довоткнуть. Кстати, шутки шутками, а на самом деле, как комп не соберу, вечно какой-то провод недовоткнут оказывается, и я битый час разбираюсь, почему шайтан-машина не запускается. Граблерук, он и в сборках ПК граблерук. Неудивительно, что Лина так не любит давать мне свой комп даже для банальной чистки от пыли и грязи. Кстати, видели бы вы глаза Линочки, когда я перед ней стал выносить оборудование в комнату, в которую ей нельзя входить. Честное слово, нет страшнее создания, чем девушка-стример, у которой забирают ее ПК. Причем не просто забирают, а по детальке выносят. То монитор, то мышку, да еще смотрят устало и говорят: ты пока в телефоне посиди, мне там кое-что проверить надо. А ей, бедной, только и остается, что смотреть на это, да пытаться не схватиться за что-то потяжелее, чтоб огреть так основательно, да прям по маковке. Ну да за подобное поведение извиниться еще успеем. А сейчас надо бы все подключить да расставить. Ой. Никогда не был дизайнером, но вот пока на полках всю эту ерундистику расставлял, прям, знаешь, почувствовал себя человеком искусства. Я такой порядок у себя на полках наводил, по-моему, только один раз, да и тот, когда родители в школу вызвали, а я экстренно искал способ остаться в живых по их возвращению. Установив все на свои места, тыкаем на кнопочку. Тыкаем на кнопочку. Тыкаем. О, и радуемся. А сейчас, когда сама студия собрана, самое время обсудить основу основ любого стримера, а именно его железки. Итак, в качестве корпуса у Леночки будет использован корпус Deepcool Matrix 55 в белом исполнении. Корпус отличается не только хорошим внешним видом, но также адекватной ценой. Однако есть некоторые минусы, а именно система вдува, которая расположена у него спереди. В связи с тем, что щелки находятся сбоку, а кулера утоплены почти на том же уровне, на вдуве есть некоторые трудности, которые, однако, решаются путем доставления всех кулеров внутри системы. В
качестве материнской платы у нее использован A40B450 Steel Legend. Собственно, он полностью соответствует всем остальным комплектующим, а также отличается небольшой подсветкой, которую, как мы все прекрасно знаем, безумно любят девушки. Естественно, процессор — это святая святых любой сборки, и у Линочки мы решили поставить AMD Ryzen 7 3700X. 8 ядер, 16 потоков, 3,6 ГГц на старте и под бустом способны выдавать до 4,4 ГГц. Техпроцесс 7 нанометров и сокет классический практически для всех Ryzen'ов, а именно AM4. В качестве видеокарты используется Gigabyte GTX 1080 Ti, Gaming OX на 11 ГБ. И вы знаете, с нынешней ситуацией на видеокарты это крайне неплохое решение. По крайней мере, ближайшие 1,5-2 года, я думаю, она будет более чем актуальна на все выходящие новинки. В качестве процессорного кулера мы не мудрили и использовали тот же, что и у меня — Deepcool Gamex G ARGB. За свои деньги он не только прекрасно справляется с охлаждением компьютера, но также обладает всевозможными свистоперделками на своем кулере. Ему в комплект и для красоты корпуса мы докупили кулера Deepcool CF120. Собственно, результат всей этой красоты вы можете видеть перед собой. В качестве оперативной памяти мы используем Corsair Vengeance LPX DDR4. 4 плашки по 8 ГБ с тактовой частотой 3200. И питает все это дело блок питания Cougar VTE на 600 Вт. От системника переходим к периферии. Мы имеем два монитора. В качестве основного монитора используется Acer AD273. Собственно, изогнутый монитор на 144 Гц, на котором безумно приятно играть. Плюс обладает белым цветом, о котором так давно мечтала Лина. В качестве дополнительного монитора используется HP 27F. Прекрасный вариант, если вы хотите получить хорошую IPS-матрицу, однако обладаете небольшим бюджетом. Также мы обладаем белой оптической клавиатурой Z-Blade. Собственно, пользуемся ею уже примерно полгода, и она себя показывает исключительно с хорошей стороны. Что радует, по сравнению с более дорогими механическими аналогами, капы держатся достаточно крепко. Однако, при необходимости их достаточно легко можно снять. Мышь была приобретена уже давным-давно. Это AFO Touch Bloody A9. Купили мы ее еще, наверное, летом. В настоящий момент она немного не подходит под общую стилистику и в дальнейшем будет заменена. Однако по техническим требованиям она более чем устраивала на протяжении всего этого времени. Коврик был куплен на AliExpress. Это Firefly MPR 880S. И что про него можно сказать? Он не слишком большой, он не слишком маленький и обладает боковой неоновой подсветкой, которая не сильно врезается в глаза, но при этом прекрасно смотрится в темноте. Колонки же старые, добрые, можно сказать, дедовские колонки из 2005 года, а именно Sven SPS 611. Почему они здесь? Да потому что они были на чердаке и все еще каким-то чудом работают. Время перейти к самому главному, а именно к звуку. Именно в него были вложены особые старания. В качестве микрофона используется аудиотехника AT2020, аудиокарта уже известный традиционный вам Focusrite Scarlett Solo второго поколения. Естественно, как же без предусилителя DBX 286S, который в настоящий момент является, если не гарантом качества звучания большинства стримеров, то, по крайней мере, уже надежно вошедший в этот ранг легендой. В отличие, кстати, от стойки, которая уже в настоящий момент абсолютно точно является легендой как по качеству, так и по ценовому сегменту. Это Rode PSA-1. Собственно, одна из самых дорогих стоек, которые я вообще видел, но при этом реально стоящая своих денег. У нас она появилась благодаря мистеру Дмитрию, за что, естественно, тебе, Димка, огромное спасибо. Вы прекрасно знаете, что я предпочитаю мониторные наушники от аудиотехники, однако Лина хотела более, как бы это сказать, мобильную версию, которую можно было бы спокойно отключить, подключиться по Bluetooth и, собственно, ходить с ними. В качестве альтернативы были выбраны JBL, а именно JBL Live 500. Качество звучания на первый взгляд не сильно отличается, если не вкрапываться в звуки. Белое исполнение ей безумно понравилось, и никаких пока что нареканий и вопросов к ним не возникало. В качестве дополнительного оборудования, естественно, нельзя обойтись без Sony PlayStation 4 версии Slim, которую нам предоставил Сережка Alucard. Серега, честное слово, мы ее все еще не ушатали, она все еще работает, и когда ты захочешь, естественно, мы тебе ее не отдадим. Нет, не отдадим, Серега. Ничего ты с этим не поделаешь.
Для вывода изображения мы используем карту захвата Avermedia Live Gaming Portable версии, а именно Portable 2+. Основное отличие от ее прошлой версии заключается в том, что она способна выводить изображение в 4К, что сильно может помочь при приобретении пятой PlayStation. Однако, если вы надумаете себе брать версию, я бы вам рекомендовал брать не портативную, поскольку портативная обладает задержкой вывода звука, которую в принципе можно отрегулировать в OBS, однако куда как проще просто вставить в компьютер уже готовую версию и с этим более не мучиться. Ну и естественно, святая святых, которая не так далеко была приобретена, а именно креслица, безумное кресло TEDshare, которое в настоящий момент использует Линочка версии iBet. Да-да, тот самый Бэтмен, который вы сейчас видите перед своими экранами. Насчет него, кстати, я скажу, что это достаточно сомнительное приобретение. Я все-таки продолжаю топить за кресло от Кугаров. Несмотря на свое удобство, оно достаточно сильно скрипит практически с самого начала, и это невозможно поправить, поскольку скрип идет от дерева, которое находится в основании самого кресла. Является ли эта покупка идеальной? Явно нет. Однако, если для вас внешний вид куда дороже, чем его функционал, то за свои деньги это более чем неплохой вариант. А сейчас, когда я рассказал уже обо всем оборудовании, которое здесь находится, я предлагаю все-таки подготовить пространство, выключить свет, посмотреть, как оно будет выглядеть, ну и, естественно, звать нашу именинницу. Мада, у вас тут, значит, день рождения. Меня тут вытащили, в чем мать родилась. Ну, почти. Если тебя мать в этом и родила, то у меня большие вопросы к Ирине Юрьевне. Привет, мам! Да. В общем, у меня для тебя, как ты знаешь, готовился подарок все это время. Ты, значит, Знаю. страдала, мучилась, говорила, О, да. что я у тебя пропадаю. Ты готова на него посмотреть? Мне точно надо туда заходить? Я думаю, надо. Но если не хочешь, можешь не заходить, конечно. Я тогда ее Ты себе будешь там заберу. работать? Да. Тебе понравилось? Настолько? Да, я думаю, да. Ну ты тогда иди спи, я думаю, я себе ее оставлю. Не идет, смотри. Ну что, готова? Ну давай, коль ты не шутишь. Не шучу. Открывай дверь. Столько времени тебя не пускал, теперь открывай сама. Давай. Да поворачивайся ты уже, ну. Смотри. Это что, все мне? Ну, а кому еще? Тебе. А это? Как работать должно? Вот там вот загляни в полочку верхнюю. Верхняя. Моя полочка. Да, их у тебя теперь целых 6. Пультик видишь? Вижу пульт. Вот наводи на нее абсолютно спокойно. И переключай свет. Смотри, как она выглядит вообще в темноте. Готова? Так. А переливашки? Переливашки? Есть. Как же ж без переливашек? Он у тебя, видишь, медленно переливается. Вот там вот. Ага. Как хочешь, так оно О, и будет. елка! Ой, здрасте. Подожди. Во! Вот теперь красиво, светяшки, светопердяшки. А про зеркала чего Это скажешь? же я могу, знаешь что? Это же я могу, получается, такая взять, вот красненький включить, вот, и сделать себе интимную обстановку. Да, красный с белым, О. интимная обстановка. Ну ты как всегда цепешь меня. Ну что, неделю страдала, мучилась, выла. Ненавижу эту неделю. Что я с утра уходил, деля, и тебе ничего не показывал. Ты Мне довольна? обои нравятся. Обои? А полы нет? Как-то
я что-то не заметил. Серьезно? Шучу я, дурень. Спасибо тебе большое. А у меня же теперь получше, чем у тебя. Чего? У меня теперь получше, чем у тебя. Согласен. Ты делал своими руками, ты же должен любить свою работу, прям как никто другой. Давай сойдемся на том, что у нас в равной степени хорошие. Нет, моя лучше. Возьму и задвину тебя за стол. Сиди теперь тут и стрим. Ой, я могу теперь кататься. Еще как можешь. Обкатаешься. Ей. Вот так за неделю с помощью 15 тысяч рублей, благодаря урокам из интернета и, естественно, помощи друзей, у меня вышло таки создать студию для Линочки. Надеюсь, она будет служить тебе верой и правдой. А вам, естественно, я желаю ни в коем случае не забывать заботиться и радовать ваших любимых. С вами же, как всегда, был ваш закадровый ебобо Айно. И Линочка. Всех вас обнимаем, всех вас целуем. Пока-пока.